Если ваша собака ходит за вами из комнаты в комнату, вы наверняка думаете, что это любовь. Или скука, или просто дурная привычка. Вы ошибаетесь. То, что делает ваша собака, не имеет никакого отношения к человеческой логике чувств. Когда она встает с коврика и молча идет за вами на кухню, а потом в ванную, а потом обратно, она не прилипла к вам от нежности. Она выполняет древнюю биологическую программу, которой десятки тысяч лет. И сегодня мы уберем в сторону умилительную человеческую версию и посмотрим, что говорит настоящая наука о поведении собак. Мы разберем 10 причин, по которым собака не выпускает вас из виду. И причина номер 7 заставит вас по-другому посмотреть на самого спокойного, самого ленивого пса в доме. Начнем с той, что чаще всего ставит хозяев в тупик. Причина первая. Инстинкт уязвимости. Есть одно поведение, которое смущает владельцев больше всего. Собака идет за вами в туалет. Для человека это место абсолютного уединения. Для генетической памяти собаки это место наивысшей опасности. И вот доказательство того, почему это так. В дикой природе животное никогда не бывает более беззащитным, чем в тот момент, когда справляет нужду. Поза скована, внимание рассеяно, оно не может мгновенно ни убежать, ни защититься. Волки и дикие псовые решают эту проблему через стаю, когда один член группы уязвим, другой встает на страже и следит за периметром. Ваша собака не знает, что на двери есть замок. Она не знает, что такое ванная комната. Ее нервная система читает ситуацию проще. Вы закрылись в маленьком помещении, отрезали себе выход и стали беззащитны. И когда она носом толкает дверь или садится спиной к ней с другой стороны, она не нарушает ваше уединение. Она прикрывает вашу спину. На самом древнем языке, что у нее есть, она говорит: «Я держу периметр. Ты в безопасности». Но охрана — это только начало, потому что следующая способность вашей собаки граничит с чтением мыслей. Причина вторая. Она читает ваши микродвижения. Вы замечали, что собака иногда знает, что вы сейчас встанете и выйдете из комнаты, еще до того, как вы поднялись? Вы просто чуть сместили вес, едва слышно вздохнули, скользнули взглядом в сторону коридора, и собака уже на ногах. Мы думаем, что она просто пугливая. Правда куда сложнее. И вот она. Собаки — лучшие в мире наблюдатели за человеческими микродвижениями. Они изучают не то, что вы делаете, а точную последовательность мышечных сокращений, которая происходит за секунду до действия. Для собаки вы не просто человек, вы целая среда обитания. Вы управляете доступом к еде, к улице, к безопасности. А раз она не может спросить вас словами «Куда ты собрался?», ей остается только предсказывать. Она ходит за вами, потому что постоянно собирает данные. Она составляет карту ваших привычек. Если вы двинулись к кухне определенной походкой, значит еда. Если пошли к входной двери с другой осанкой, значит вы уходите. Она следует за вами, чтобы всегда быть на шаг впереди событий. Причина третья — вы физически снижаете ее пульс. И это, возможно, самое трогательное в списке. Здесь важно различать две вещи. Есть собака, которая ходит за вами от тревоги. Она мечется, скулит, не может улечься, когда вы меняете комнату. Это тревога разлуки, нервная система в стрессе. А есть собака, которая просто заходит в комнату, где вы находитесь, и тут же засыпает на коврике. Это совсем другое. Это корегуляция. Вот доказательства. Млекопитающие регулируют свой сердечный ритм, дыхание и уровень стресса, находясь рядом с тем, кому доверяют. Человеческий младенец делает это рядом с матерью. Собака делает это рядом с вами. Ее тело буквально ощущается иначе, когда она в вашей орбите. Уровень кортизола падает, дыхание замедляется. Она идет за вами в домашний кабинет не потому, что кабинет интересный. Она идет за вами, потому что ваше присутствие — это выключатель, который гасит ее внутреннюю тревогу. Она носит с собой свое одеяло безопасности.
Причина четвертая. Вы ее переводчик мира. Вообразите, вы живете там, где не знаете языка, не умеете читать вывески, и каждый день за окном происходят громкие, необъяснимые вещи. Курьер роняет коробку, во дворе стреляет глушитель машины, в подъезде чужие голоса. Это и есть повседневная реальность собаки. И вот как она с этим справляется, доказательство прямо у вас перед глазами. Когда раздается странный звук, собака смотрит не на источник звука. Она смотрит на вас, на ваше лицо, на ваши плечи, на то, с какой скоростью вы идете. Если вы спокойно подошли к окну, ее мозг делает вывод. Вожак не встревожен. Угрозы — ноль. Ученые называют это социальным референсингом, сверкой с более опытным существом. Она ходит за вами, потому что вы ее переводчик. Без вас каждый звук — потенциальная опасность. С вами мир становится понятным, отфильтрованным, объясненным. Она следует не за вашим телом, она следует за вашим суждением. Причина пятая. Для нее исчезновение стаи означает смерть. Мы забываем об этом, потому что наши собаки спят на дорогих лежанках и носят ошейники. Но под этим волк в домашней одежде. И вот жесткое доказательство из эволюции. В естественной структуре псовых одиночество равно гибели. Отбившееся от группы животное беззащитно перед крупными хищниками и обречено на голод. А эволюция крайне медленно переписывает правила выживания. Когда вы выходите из комнаты и закрываете дверь, человеческая логика говорит: «Я всего в 3 метрах, в соседней комнате». Но собачья логика говорит другое. Группа распалась. Визуальный контакт потерян. Поэтому для многих собак пройти за вами из гостиной на кухню — это не навязчивость. Это глубоко вшитый инстинкт держать стаю вместе. Удерживая вас в поле зрения, она подчиняется древнему шепоту внутри. Вместе выживем. Порознь под угрозой. Это древняя математика. И вы в ней самое ценное число. Но есть еще один орган, который тянет ее за вами. И он в 40 раз сильнее вашего. Причина шестая. Она идет по градиенту вашего запаха. Собаки видят мир прежде всего носом. И вот цифра доказательства. Обонятельная зона их мозга примерно в 40 раз больше нашей относительно размеров мозга. Когда вы передвигаетесь по дому, вы не просто ходите. Вы оставляете невидимый шлейф запаха. Пока вы сидите на диване, ваш аромат скапливается там. Встали, ушли на кухню, и след теперь сильнее всего там, где вы сейчас, и постепенно тает там, где вас уже нет. Для собаки двигаться к самой свежей, самой густой концентрации вашего запаха так же естественно, как для человека выйти из темной комнаты на свет. Ваш запах для нее — источник спокойствия и настоящей дофаминовой награды. Она буквально купается в безопасности вашего запаха. А когда вы двигаетесь, безопасность двигается вместе с вами. И она идет следом. Причина седьмая, и вот тот самый пункт, который меняет все. Ваша собака синхронизирует свой ритм жизни с вашим. Речь не о шагах по дому, речь о целом дне. И это не поэтическая метафора, это измеримый факт. Исследования поведенческой синхронизации показывают, собаки подстраивают свою активность и периоды покоя под ритм своего человека. Когда хозяин двигается, собака активнее. Когда хозяин садится и затихает, собака укладывается. Даже темп прогулки, даже направление поворотов она склонна зеркалить. Вот почему самый ленивый пес в доме на самом деле не ленивый. Он просто настроен на вас, как радиоприемник на одну единственную волну. Ходьба за вами — это внешняя, видимая часть внутренней синхронизации. Ее внутренние часы идут по вашему расписанию. Вы для нее не сосед по квартире. Вы метроном всей ее жизни.
Причина 8. Вы держите ключи от всех ресурсов. Здесь все честно и практично. Кто открывает пакет с кормом? Вы. Кто держит поводок? Вы. Кто открывает входную дверь на улицу, в мир запахов, травы и других собак? Тоже вы. И вот доказательство того, что собака это отлично усвоила. Она не просто ходит за вами, она отслеживает, к каким именно предметам и дверям вы подходите. Многие хозяева замечают, стоит взять в руки определенный шкафчик или сумку, и собака уже рядом, хотя вы не сказали ни слова. Она построила у себя в голове точную карту. Этот человек — источник всего хорошего в моей жизни. Держаться рядом с источником ресурсов — не жадность. Это разумная стратегия выживания. Причина 9. Она подсматривает, кому вы доверяете. Собаки — тонкие социальные наблюдатели, и следят они не только за вами. Вот доказательства, которые вы могли видеть сами. Собака запоминает, с кем ее человек здоровается тепло, а от кого напрягается. Если вы каждый день дружелюбно приветствуете кого-то, собака это фиксирует и переносит на этого человека положительное отношение. Именно поэтому она часто держится рядом с вами в компании гостей. Она считывает вашу реакцию на каждого и по ней решает, кто свой, а кто требует внимания. Ходя за вами, она не просто охраняет вас, она учится у вас социальному миру. Вы для нее живой справочник по тому, кому в этой жизни можно верить. И причина 10, самая важная с точки зрения здоровья. Резкая смена этого поведения — это сигнал, который нельзя игнорировать. Если собака всегда ходила за вами и вдруг перестала, или наоборот, никогда не была липучкой, а теперь не отходит ни на шаг, обратите внимание. Вот почему это важно, и это подтвердит любой ветеринар. Резкие изменения в поведении близости почти всегда связаны с чем-то конкретным. Боль, болезнь, возрастные изменения или новая тревога, которой раньше не было. Собаки — существа привычки. Когда паттерн, связанный с близостью, резко меняется, это не каприз. Собака, которая вдруг отстранилась, может скрывать боль. Собака, которая вдруг вцепилась в вас намертво, может пытаться справиться с тем, чего не понимает. В любом случае, это поведение — информация. Это данные о ее физическом и эмоциональном состоянии, которые стоит проверить. Иногда именно то, что собака внезапно стала слишком ходить за вами, первый и единственный ранний признак, который вы получаете. И вот мы вернулись к тому, с чего начали. Бывает утомительно спотыкаться о собаку на кухне, чувствовать ее дыхание под коленом, когда вы всего лишь хотите налить себе чаю. Но в следующий раз, когда поднимется это легкое раздражение, вспомните, что на самом деле происходит. Ваша собака не пытается вам мешать. В ее характере нет никакого изъяна. Она охраняет вас, когда считает вас уязвимым. Она использует вас, чтобы понимать этот запутанный человеческий мир. Она в буквальном смысле снижает свой пульс, оставаясь в вашей тени. Быть тем, за кем ходит собака, это не обуза. Это высший биологический комплимент. Из всего в ее мире, из каждого запаха, каждой игрушки, каждого теплого места для сна, ее мозг вычислил, что самое безопасное и самое ценное место на Земле находится ровно там, где стоите вы. Она не просто любит вас. Она вплела все свое существование в ваше присутствие. И если сейчас вы посмотрели на своего пса, спящего рядом, немного другими глазами, сделайте одну вещь, прежде чем уйти. Напишите в комментариях, ваша собака ходит за вами в туалет? Да или нет? Мне правда интересно, у скольких из вас да. А в следующем видео мы разберем вопрос, который вытекает прямо отсюда. Если собака выбрала вас центром своего мира, то как именно она решает, кому из членов семьи доверять больше всего? Ответ окажется совсем не таким, как вы думаете. Подпишитесь на школу собак, чтобы не пропустить. Потому что чем лучше вы понимаете свою собаку, тем лучше становится жизнь у вас обоих.